Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – SEM-подход. Что такое SEM? SEM расшифровывается как управление клиентским опытом, на что в рамках SEM-подхода делается акцент именно на повышении лояльности через соотношение качества обслуживания к уровню счастья клиента. Чем является показатель индекса счастья? Он является ключевым индикатором качества оказываемых услуг. Именно эмоции клиентов – это реальный ресурс, опираясь на который компания может начать работать с лояльностью клиентов. В чем заключается типичная ошибка? Часто клиентский сервис выражается в красивом офисе и вежливости, но на самом деле неважно, как клиента встречает на входе улыбающаяся девушка, важно, получит клиент ту услугу, за которую заплатил, или нет. Вообще, с точки зрения процесса продаж, все компании можно разделить на две категории. Впарили клиенту товар и попрощались, и компании, которые нацелены на выстраивание с клиентами крепких и долгосрочных отношений. Почему индивидуальный подход в работе с клиентами так важен? Дело в том, что на конкурентном рынке это становится ключевым преимуществом. Именно SEM-подход является воплощением клиентоориентированности. Это тот фундамент, на котором строится правильная деятельность компании. Опираясь на CRM-систему, мы улучшаем качество работы и показатели эффективности не только отдела продаж, но и также производим докрутку других процессов, предполагающих прямой или косвенный контакт с клиентами. По своей сути, CRM-система является средой, которая стандартизирует в себе процессы продаж, маркетинга, сервиса, техподдержки и так далее. Это то, что налаживает работу отделов и взаимодействие между ними. CRM – это больше, чем просто программное обеспечение. Это философия клиентоориентированного подхода, которая позволяет в компании создать механизмы, нацеленные именно на клиента. Почему это так важно? Дело в том, что стоимость привлечения клиентов из онлайна постоянно растет. Лиды во всех нишах дорожают непрерывно. Поэтому именно SEM-подход через проявление заботы о клиентах позволяет увеличить их удовлетворенность и, как следствие, сформировать лояльность. В принципе, качественной работой с потенциальными клиентами можно компенсировать недостатки плохого маркетинга, но намного сложнее и дороже заменить плохую работу с клиентами выдающимся маркетингом. Какие существуют побочные эффекты плохого обращения с клиентами и противоядия, которые можно предпринять, чтобы негативные эффекты снизить? Во-первых, это поломанная репутация. По сути, репутация – это первое, что подвергается удару, когда слова с действиями не совпадают. Построить репутацию требуются годы, а разрушить ее можно за 5 минут. Яркий тому пример – бизнесмен, который не знает в своем бизнесе маржу. Действительно, зачем знать маржу, если его бизнес напрямую связан с поставками из Китая и пиздобольством из его поганого рта? Либо ебаное хуило банкир, дерьмо, которое за деньги маму родную продаст. Также пиздобол по Китаю номер 1, который себя так назвал, поэтому старается следовать этой парадигме. Чего, блядь? Также инфо-цыгане, от которых смердит. Вообще в 2019 году любые знания должны быть бесплатными. Но мошенники продолжают богатеть за счет лохов, пытающихся деньгами компенсировать недостаток собственной воли к обучению. Еще есть жиртрес-автоблогер, специалист по петушиным поступкам. Хейтеры, вы там не охренели? Такие колоссальные нравственные страдания причинять. Чё так справедливо-то? Не говоря про узурпировавшего власть, сказочного долбоеба, у которого рейтинги летят в преисподнюю. Но фашист продолжает свой кровавый режим удерживать преступным путем, потому что потеря власти приравнивается к потере жизни. Вторая проблема – это плохая поддержка клиентов, которая конверсию убивает. Очевидно, как себя чувствуют люди, которые отправляют запрос на консультацию и ответа не получают, либо висят на линии вечность. Следующая проблема – это потеря лучших сотрудников. Дело в том, что когда в процессах дыры, то лучшим сотрудникам приходится их компенсировать за счет своей психики. К чему это приводит? К выгоранию. Также некачественная работа с клиентами разрушает LTV. Дело в том, что маркетологи часто зацикливаются на генерации лидов, в то время как возвращение и удержание клиентов
имеет более высокий ROI. Многие пытаются решать эти проблемы оптимизацией издержек, либо в качестве инъекции удваивают рекламный бюджет, по сути, занимаясь ничем иным, как масштабированием проблем, решать которые будет еще сложнее и дороже. Какие существуют пути хорошей окупаемости маркетинговых инвестиций? Одним из действенных подходов является применение концепции жизненного цикла клиента. Что такое жизненный цикл клиента? Это термин, описывающий весь спектр взаимодействия клиента с компанией, от момента знакомства с продуктом до прекращения сотрудничества. Оплата – это далеко не конец жизненного цикла клиента. Это всего лишь часть пути. Вообще, ни одна вменяемая компания не заинтересована в том, чтобы клиент покупал продукт только один раз. Все стремятся получить постоянного, лояльного клиента и сделать жизненный цикл клиента как можно более длинным. Какие в жизненном цикле существуют этапы? Выделяют 5 стадий: привлечение, заинтересованность, покупка, владение и лояльность. Например, когда потенциальный клиент только знакомится с компанией, ключевую роль играет предвосхитительное информирование, чтобы человек осознал, что данный конкретный продукт его потребности удовлетворяет. Когда клиент рассматривает возможность совершения покупки, крайне важно его интерес к продукту подогреть. На стадии покупки важно сфокусировать внимание на процессе продаж, чтобы у человека сформировалось приятное послевкусие и закрепилось правильное впечатление. Что требуется на стадии владения? Задача разбиться в лепешку, но сделать все, чтобы клиент стал лояльным. В этом помогут контроль качества продаж, постпродажное сопровождение и постоянная реактивация интереса. Таким образом, благодаря инструментам CRM-маркетинга, учитывая, на какой стадии находится клиент, можно начать управлять его жизненным циклом более эффективно и, как следствие, максимизировать прибыль. Следующее, что важно учитывать, это такую каверзную метрику, которая является одной из ключевых метрик бизнеса под названием churn rate. Что такое churn rate? Это коэффициент клиентского оттока. Чем является высокий отток? Он является безошибочным индикатором того, что продукт, который компания продвигает, потребностям и ожиданиям клиентов не удовлетворяет. Как понять, что клиент ушел? Можно клиентов сегментировать по частоте покупок, после чего, если данные нам говорят, что клиент в конкретный момент времени не купил, то, скорее всего, он ушел навсегда. Важно учитывать, что отток существует даже во время роста. Вообще рост – это разница между привлечением и оттоком. Поэтому уменьшение оттока имеет такое огромное влияние на прибыль. На какие метрики отток влияет? Churn rate напрямую влияет на доход. По сути, чем ниже churn rate, тем дольше клиенты будут оставаться в продукте и, как следствие, приносить больше прибыли. Также churn rate влияет на показатель под названием Average Customer Lifetime – среднее время жизни клиента. Другими словами, churn rate обратно пропорционален времени жизни клиента. На самом деле, отток можно считать не только в количестве клиентов, но и в денежном эквиваленте, а точнее в величине регулярного месячного дохода. Показатель МРР – это деньги, которые мы теряем по причине того, что клиенты от нас уходят. В чем заключается сила отрицательного оттока? Отрицательный отток – это самый мощный ускоритель роста, когда каждая следующая когорта привлеченных пользователей начинает приносить все больше и больше денег. Как отрицательного оттока можно достичь? Это можно сделать, увеличив выручку от текущего продукта. Например, внедрить ценовую политику, которая основана на метриках, которые с течением времени растут. Также такие инструменты, как upsell и cross-sell, тоже никто не отменял. Как churn rate можно уменьшить? Отток уменьшается через клиент-ориентированность. На первый взгляд, призыв радовать клиентов не является революционным, но он является ключевым компонентом, о котором маркетологи часто забывают. Каждый раз, когда клиент взаимодействует с брендом, у нас появляется еще одна возможность помочь человеку стать счастливее, когда мы информируем его, обучаем, дарим бонусы за лояльность, решаем проблемы и оказываем поддержку. Каждый новый контакт с клиентом является возможностью удовлетворить их потребность и укрепить репутацию бренда.
Счастливый клиент не только не захочет покинуть продукт, он будет его защищать и рекомендовать друзьям. Но осчастливить клиента – это только первый шаг на пути уменьшения оттока. Почти всегда у клиентов возникают трудности и вопросы. И тут на первый план выходит служба поддержки. Времена, когда связаться с компанией можно было только одним способом, канули в лету. Сегодня клиент хочет обращаться в компанию через удобный для себя канал коммуникации и получать крутой сервис благодаря мультиканальной поддержке. Клиенты всегда обращаются в компанию в целом. Им все равно, где сидит поддержка. Поэтому так важно использовать каналы, которые удобны именно клиентам. Также важно, чтобы CRM-система была интегрирована с телефонией, онлайн-чатом, мессенджерами, социальными сетями и почтой. Точно так же, как для клиентов необходимо предоставить удобный канал коммуникации, так и операторам важно получать все обращения от клиентов в одном месте. Кроме этого, всю историю переписки необходимо сохранять, чтобы клиент в любой момент времени мог посмотреть всю переписку. Также операторам желательно видеть, что пользователи печатают до отправки сообщения. Это позволяет не только понимать, что клиенты думают, но и быстрее реагировать на вопросы. Также операторы будут работать продуктивнее, если у них будет возможность видеть все действия пользователя на сайте и всю историю взаимодействия с ним. Это позволит быть более конкретными и содержательными, а также полезными, и не вынуждать клиента повторять одни и те же вопросы несколько раз. Также тем пользователям, которые свой e-mail не оставили, важно дать возможность оставить его в чате. Главная выгода для клиента – это вся история переписки будет дублироваться на почту. Современные пользователи привыкли сначала задать вопрос, а потом получить ответ с уведомлением. Также важная функция – это перевод диалога. Если оператор не знает, как ответить на вопрос клиента, он может передать разговор другому оператору, а клиенту необходимо показать, что в чате ему пишут разные люди. В любом случае, помощь клиенту является ключевой задачей, ведь если клиент не нуждается в помощи, то он и в компанию обращаться не будет. Также клиенту важно за счет беседы чувствовать свою значимость. Вообще, в идеальном мире с идеальными продавцами никакие CRM-системы не нужны. Но в реальности все очень сильно зависит от людей. Вся идея CRM заключается в том, чтобы через инструменты, через процессы уменьшить роль человеческого фактора, что необходимо для того, чтобы людей контролировать правильно. Задача – принимать решения, но решение может принимать только человек. И у такого человека существует специальная должность под названием CRM-специалист. Кто такой CRM-специалист? Это человек, который следит за CRM-гигиеной. Сотрудник отсматривает, чтобы все сделки были на правильных этапах, чтобы в каждой сделке был запланирован следующий шаг в виде задачи, чтобы не было просроченных задач и так далее. Дело в том, что из-за мелких ошибок в CRM компании теряют свою выручку. Существует обманчивое впечатление, что выручка теряется из-за больших ошибок. Не отработали возражения, нет товара на складе, брак и так далее. Но на самом деле больших ошибок не так много. Какие существуют мелкие ошибки, которые являются роковыми? Например, менеджер совершает звонок клиенту, и клиент просит его перезвонить в 12:00. Менеджер говорит «ок» и ставит задачу на 12:00. Про нее забывает и клиенту перезванивает в 15:00. Вроде бы ничего страшного не произошло, но с точки зрения клиентского сервиса человек разочарован. И ситуация наоборот. Если обещали перезвонить в 12:00, и менеджер перезванивает ровно в 12:00, клиент в этом случае думает: ничего себе, вот это у ребят швейцарская точность. Видимо, у них крутые бизнес-процессы. Клиент начинает думать, что вся компания такая. И в сравнении с конкурентами, которые звонят не вовремя, постоянно что-то путают, забывают и забивают, клиент становится лояльным именно к нам. И, скорее всего, закажет у нас. Вообще, у любой компании существуют клиенты, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла. Кто-то активно покупает, кого-то необходимо к покупке подтолкнуть, кого-то реанимировать и так далее. Важно также понимать, что увеличение жизненного цикла клиента
лежит на плечах не только специалистов продаж и отдела маркетинга. В этом обязательное участие всей компании. Только в том случае, когда все работают слаженно, можно достичь ключевой бизнес-цели – доведения клиентов до высшей степени лояльности и превращения их в адвокатов бренда. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. В идеале задача SIEM-подхода заключается в том, чтобы построить такую стратегию взаимодействия с клиентами, которая будет на каждом шаге увеличивать их лояльность. Как эту стратегию можно реализовать? Она состоит из 4 ходовки. На первом шаге мы формулируем гипотезу. Далее мы эту гипотезу реализовываем, после чего собираем данные и вносим необходимые корректировки. Таким образом, происходит постоянная работа по шлифовке бизнес-процессов. Дело в том, что в современных реалиях крайне важно не только привлекать качественный трафик, но также очень важно этот трафик правильно обрабатывать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!